Приветствуем, друзья, товарищи и просто зрители нашего канала со сложным названием. Как вы думаете, может ли минивэн быть спортивным? Мы с уверенностью можем сказать, что может. Китайский Dongfeng Forting M4 это доказывает, причем даже своим дизайном. Модель действительно получилась красивой, и с первого взгляда даже нельзя понять, минивэн ли это или рестайлинговый пикап с задней крышкой багажника. Но обо всем по порядку и прямо сейчас. И да, если досмотрите обзор до конца, подпишитесь и поставите лайк прямо сейчас, с меня анекдот. И не забывайте, что на нашем канале уже есть обзоры на все автомобили из Китая. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране и в описании к этому видео. Концепции дизайна фронтальной динамики позавидовал бы Opel Zafira Tourer последнего поколения. Решетка изображает водопад, а Z-образные молдинги тянутся от носа до хвоста. Габариты новинки следующие. Длина 4850 мм, ширина 1900, а высота 1715 мм. Колесная база 2900 мм. К примеру, Kia Carnival, Toyota Sienna и Hyundai Custo крупнее. Благодаря вашей поддержке канала уже традиционно мы начинаем с обзора экстерьера передней части. Морда обтекаемая, что и придает ей спортивный вид. Фары выполнены в виде косых ромбов с небольшим наклоном в середине. Сбоку от каждой из них есть изогнутая светодиодная линия, которая заканчивается снизу, также обтекая внешнюю сторону передних воздухозаборников. Решетка радиатора большая, очень интересная по дизайну. В целом она выполнена в форме большой буквы U или V. Внутри нее идет изогнутые двойные планки черного цвета. Поверх решетки в среднем прогале присутствует светодиодная полоса. Вид сбоку вполне скромный. Поверху переднего крыла идет стильное углубление, которое тянется до лобового стекла. Переднее крыло выпуклое, а в районе двери есть широкий, но не глубокий ложемин. Заднее крыло также обтекаемо выпуклое. Дизайн эстетически скромен, но приятен ввиду плавности всех линий. Ручки дверей не утоплены в корпус, а чуть выступают над ним. Задний отсек более скромен в дизайне, чем боковые части. Все, на что можно обратить внимание, это оптика. Большая ее часть расположилась на задних крыльях, а по двери багажного отделения проходит оптическая линия, которая соединяет основные фары. В ней базируется дополнительный стопорный огонь и габарит. Пока модель представлена в виде шоу-кара, потому в салон попасть нам не удастся. Хотя поверьте, мы пытались, но зато есть технические характеристики этого спортивного беременного минивэна. Кстати, беременным его назвали именно китайские потребители, называя его Wing, как нетрудно догадаться из-за формы кузова. Но стилистика экстерьера весьма неплохая для этого типа машин. Также в китайской прессе отмечается, что интерьер будет похож на модель T5 от этого же производителя, а значит там будет кондиционер на весь салон, 12-дюймовый дисплей, ну и конечно же мультируль, это прям фишка китайского автопрома. Создается впечатление, что у них мультирули даже в ракетостроении используются. Dongfeng Forting M4 на китайском рынке будет предлагать в 6 и 7-местных вариациях, однако силовая гамма не блещет разнообразием. Двигатель позаимствован у модели Forting T5 Evo, где она представлена бензиновым 1,5-литровым мотором с отдачей в 197 лошадиных сил мощности и 285 ньютон-метров максимального крутящего момента. В паре с двигателем работает 7-скоростной робот с 2 мокрыми сцеплениями, передающий весь крутящий момент исключительно на передние колеса. Кстати, в серийную версию скорее всего добавят изменения в дизайне. Утопят ручки дверей в их корпус, а задняя часть доукомплектована камерой заднего вида. Цена максимальной комплектации будет варьироваться около 19 тысяч долларов, а базовая версия обойдется в 15 тысяч. С учетом того, что минивэн нашпигует разной электроникой, такая цена вполне объяснима и не является завышенной. Вот только насколько ее повысят отечественные импортеры, весьма интересный вопрос. Ну и обещанный анекдот. Сильный туман, женщина едет, ориентируясь по габаритам впереди идущей машины. Та вдруг резко останавливается, и женщина, естественно, въезжает ей в зад. Выскакивает из машины, бежит к водителю. «Какого черта вы так резко тормозите? Простите, но я заехал в свой гараж».
А на этом наш обзор подошел к концу. Не забудьте поставить свой царский лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Кстати, как вам данная модель? Пишите в комментариях, и мы обязательно прочтем. Также буду рад, если вы перейдете на наш канал для просмотра других роликов. У нас есть обзор на каждый китайский автомобиль.